Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за черепаху Шелли, потому что ей, да, поменяли. Ну, как вы видите, уже модельку, да, но об этом чуть попозже. Итак, у нас запустили золотую лихорадку на 2 целых дня, да. Это означает что? Что в скором будущем, скорее всего, не будет ребаланса монет получения в нашей прекрасной игре. Да, печально, но что есть. Итак, это первый момент. Второй. У нас, вроде в сообществе, да, разрабы вывесили вот эту вот штучку, типа как они там что-то ребалансят модельки, вот это вот все, как они в 3D их переделают. Я это еще даже не читал, возможно, в следующем видео выйдет более подробная инфа об этом. Посмотрим. Там, кстати, еще мое видео выпустили, вот здесь вот, с неадекватным переводом, но то такое. Ладно, дальше идем. В магазине, у нас же сейчас карнавал, да? У нас же завезли... Так, игра, пожалуйста, давай без этого. В общем, завезли всякие разные штуки, вот эти вот карнавальные скинчики. Мы сейчас тоже посмотрим, там еще добавили несколько новых скинов. Вот у меня есть такое предложение. Я сейчас буду покупать этого кролика в скипе. Почему? Потому что достать его по-другому нельзя. У меня он забагался из-за смайликов. Об этом разрабы уже писали. Ну, короче, просто берем и покупаем за 250 гемов. И на самом деле это очень круто. Легендарный скин получится за 250 гемов. Давно его хотел. Ну вот он и есть. Ля, какой красавец, а? Наконец-то. Спустя вечность он получен. Итак, со скинчиком разобрались. Идем дальше. По поводу новых скинов карнавальных. Опять же, на листику добавили. Сейчас вам покажу. Вот он такой модный. Ну, обычный, да. Все-таки обычный. Хотя могли бы, да. Вот, кстати, смотрите, а. Ну, по сути, просто сверху налепили еще одну штуку. Вот, гляньте, низ один, низ второй. Ну, отрезали этот. Ну, короче, ладно. Осуждаю. Такой красивый скин нарисовали на картинке, а вот здесь вот вообще ни о чем. Ну, что поделать. Ладно, это по поводу лиски. По поводу хамелеончика. На хамелеончика скин тоже... Ой, добавили. У меня его еще нет, не знаю, будет, не будет. Посмотрим. Вот такой вот карнавальный Ларри называется скинчик. Вот так он выглядит. Вот здесь вот над скином поработали хорошо. Посмотрите, какая проработка, а? Всех деталей, вот моментик. Посмотрите, тут плащик, тут вот это вот все. Посмотрите, как четенько. Шортики как проработаны. Текстурка, видите, какая четкая. Там даже пуговицу видно. Шапочка тоже модная, там вот эти завязочки. Не то, что это Лизи, да? Вот смотрите, на хамелеона какие-то... Вот, ну, по сравнению с этим скином, этот насколько проработанный, насколько качественный. Это прям кажется, как будто моделька другая совсем. Ну, вы сами все видите, как бы, да? Вот, посмотрите на эти там такие скинчики, которые вообще ни о чем. Турист тут тоже, да? Такой себе скинчик. То есть вот это прям очень жесткий скин. На самом деле прекрасно, то, что разрабы перешли на такие скины, надеюсь, дальше будут то же самое. Но это еще не все. Еще добавили скинчик на черепаху Шелли. Оказалось, да, неожиданно. Мы сегодня поиграем за черепашку. Я вот, кстати, почему не заметил раньше изменения в черепахе? Потому что, ну, со скином школьника она почти не отличается. Вот чисто глаза закрыты, ну так, пролистал и не заметил. Хотя, смотрите, на ящик какой-то похоже. Здесь это какой-то вот этот черепаху из Кунг-фу Панды похоже. Угвей, молодой Угвей. Ой, просто нечто. Идем дальше. Этот, ну, немножко отремоделен вот этот вот. Этот у нас получится тоже почти один в один. Ну и вот новый скин. Шелли, исследовательницы гробниц. Я других персонажей еще не смотрел. Возможно, там тоже будут новые скины. Возможно, в будущем посмотрим. В следующем видео, если что, выпуск, если найду. Ну вот так он выглядит. Прикольный скинчик. Саркофаг, все дела. Смайлики тут, кстати, новые тоже завезли. Вот такая вот маска карнавальная, не знаю, когда буду давать. Вот такой вот Анубис, Мувия, то есть еще барабан. Ну, короче, как вы видите, очень много всего готовят разрабы. Правда, это все чисто визуальное. Хочется, конечно, в геймплее что-то получить, да, но пока что в геймплее у нас тишина. Разрабы молчат, как партизаны. К сожалению, ну что поделать. Ладно, черепаху берем такую. Давайте, наверное, скинчик какой-нибудь все-таки оденем. Раз такое дело, чтобы не сильно менялся, вот. Оденем скин доставщика. Отправимся в боец, посмотрим, как эта моделька будет выглядеть в бою, как отображаться будет, как это вот все будет работать. Конечно, мне уже не надо по черепаху, но что поделать. Давайте отправимся. Я видео особо затягивать не хочу. Поэтому пару боев, пару топ-1 красиво берем и все, на этом заканчиваем. Опа, 14 джет. Ну это походу будет топ-1. Надеюсь. Мне кажется, ли игра стала лучше по качеству? Какой-то черепах маленький. Посмотрите, какой-то черепах маленький. Он раньше был больше. Но это, кстати, возможно, хорошо, потому что в него будет сложнее попадать. Блин, мне кажется, или игра как-то изменилась?
Модельки вон стали четче. Может быть, разрабы прям всех переработали? Не, ну ладно, пока это чисто такое изменение. А всегда был такой радиус? Не, серьезно, мне кажется, игра изменилась. Блин, черепах, конечно, упоротый, очевидно. Раньше он был здоровенный. Вот, смотрите, кстати, не переработанная модель как кенгуру и черепах. Просто разница огромная. А раньше они были, ну, практически одинаковые. Да, наша команда. Блин, надо 14 G идти. Попробуй заставить сейчас ребят пойти вместе. Играем вместе. Так, нам нужно срочно к Джейд отправляться, потому что она сейчас 14 уровня. Если мы ее потеряем, то это все, да. То это будет потеря потерь. Так, о, начал лагать. Нормально, баланс. Джейд здесь, короче. Ты решила соло всех поразваливать. Это, конечно, круто, на самом деле, но... Блин, я тоже хочу побахать. Я тут сюда это... Шо, ради чего пришел? О, побахал немного. О, по минусу 0, отлично. На тебе, Никс. Получи, распишись. Не, ну нормально, мне нравится. Мне кажется, игра стала лучше. Ну, посмотрим. Боже мой, Джейд с косточкой. Так, не смотрите на это, закройте глаза резко. Быстро все закрыли глаза. Не смотрите на Джейд с косточкой. Не учитесь плохому. Че, черепах серьезно прилетит, да? Блин. Вот же Нубас. Че он меня не влетел? Сейчас бы умер красиво, нет? Эх, черепахи, черепахи. Блин. Еще кажется, или Джейд отброс прокачала? Да блин. Ну я не успеваю, ну. Зато прикольно побахал. Я извиняюсь за кашель. До сих пор не хочет отступать, но что поделать. Посмотрите, кстати, на количество фрагов. Ну, Джейд убивала основном ботов, вот это 5 уровня. А вот мы накидали. Неплохо. Ля какой, ля какой. Не, по-любому следующий скин будет угвой. По-любому. Кстати, странный скин. Но это, наверное, какой-то следующий ивент. То есть у нас сейчас ивент карнавал, а вот следующий будет как-то к пирамидам приурочен. Но вопрос, у нас даже не лето. Какие пирамиды? Ох уж разрабы, да? Они, как всегда, умеют удивить пирамидами вовремя. Так, ну вот сейчас я смотрю, там серьезные ребята. По 1200 рейтингам. А, у нас, кстати, очень крутая команда, посмотрите. У нас очень много дамага, потому что Луис с этим прекрасным Генри, это прям лютые дамагеры. Плюс есть кенгуру, который, по идее, может мансить. Неплохо так. По идее. Но, опять же, это не точно. Так, ну тут мы убиваем, лутаем. И погнали, погнали. Долго прицеливание, конечно, у черепаха, как по мне. Может быть, его как-то получится ускорить? Надо будет затестить. Или кто-то напишите, кто уже тестил. Работает ли скорость, которую мы прокачиваем на атрибутах, на скорость прицеливания. Это важно, как бы. Потому что если можно будет бахать просто моментально, то, возможно, стоит этот параметр тоже, ну, меткий. Меткий, как, я не знаю, что. Так, ну, резаем этого красавца. Бака пробиваем. Уворачиваемся. Увернулся. Так, ну у нас все пока что хорошо. Так, пока что... Ой, это проблема большая на самом деле. Надо сейчас Генри резнуть. И кенгуру теперь. А, бак 14. Ну, конечно, кто же еще там мог быть в этот момент? Блин, хила не хватило. Ну, ё-моё. А почти успел. Ну, блин. Конец. Ну, почему так все сложилось, а? Край зоны. 3 сквада устраивают махач. Ну, почему так все плохо, а? У нас еще и лута хорошего прям не было. Ну, хотя там лут вроде золотой был. Обидненько. Ну, ладно. Погнали еще. Бои-то хорошие, в принципе. Интересные, по крайней мере, да? Не вот это вот, что, знаете, там врываешься, и твоя команда просто неадекваты полные. А хотя бы интересные замесы. Да, проигрываешь, но не всегда же побеждать. Логично, логично. Так, ну тут 12-11, ну такое себе. Веселье сейчас будет. Опять же, вот Никс пошел соло драться. Погнали за тем Никсом. У нас выбора нету.
Погнали. Потому что если не тот Никс, то мы развалимся, скорее всего. Давай, хорош. Потому что этого Никса у него 11 или не 13 уровень. О, аптечка, отлично. Надо намекнуть Никсу, что надо играть командно. Сейчас глянем, какой там Никс был по уровню. 12. Но просто, понимаете, нужно как-то держаться все-таки с более высокими уровнями. От низких уровней будет толку поменьше. Так, пока что засел вот здесь вот. Блин, проблема. Ну садись ты. Ну какой же бесполезный, ну просто. У меня слов нет, ребят, по поводу бесполезности Никса. Ой, меня сейчас в этом бою. Все, я сел, как-то сейчас я поотражаю здесь урончик. Ну конечно, 3 сквада. Опять. Опять за место 3 сквада. Да за шо? Ой, как же печально. Это самое интересное, то что снизу пришел сквад последний. То есть вы поняли, да? Ай. Спас этого, блин, 12-го Никса. Лучше бы я за ним не шел. Они бы друг друга поубивали, мы бы заняли более высокое место. Ну, то такое, знаете. Тоже дело секунды. Ну ладно, погнали закрепим, так сказать, результат. Надеюсь, третьей победкой, а не третьим поражением. Ну, посмотрим. Сейчас у нас есть Генри. Ну, хотя, вы заметили, вот по уровню вроде неплохо получается. Все-таки 1100 плюс уже, да? А вот по адекватности союзников не очень. Так, надо красиво сейчас действовать. Ладно, погнали. Надо залутаться все-таки. Блин, пингвинчик тормозил, я не ожидал, короче, этого момента. И вот промахнулся. Ну что поделать. Промахи бывают. Так, я сейчас бахаю красивенько. Мне сейчас надо врываться на самом деле. Потому что я жесткий. Так, Джейд убили. Все, красиво здесь получается. Там еще сверху сквад. Опять замес на 3 сквада. Ну посмотрите на эту жесть, а. Так, ну я хотя бы выжил. Я хотя бы выжил. Или не полностью умер, назовем это так. Так, ну, получается пока что так себе. Главное, это сейчас не допустить кенгуру к ресу своих союзников. Все, у нас получается это сделать. Ух! Отлично. Отлично. Как-то мы выжили. Кое-как. Ну, кстати, мне кажется, все-таки игра стала немножко плавнее. Это всегда вот иногда так кажется. Это обман зрения, на самом деле, ребят. Не верьте в эту штуку. Игра какая была, такая осталась. Скорее всего. А может быть нет. Может я ошибаюсь. Может и правда и что-то изменили. Ну, как говорится, почитаем почноут. Вроде там разрабы его выложили. Но это не точно. И посмотрим, что там написано. На тебе плюху, Никс. Эх, мне бы легендарный лук с Никса как-то урвать. Но вряд ли получится. Он еще крепенький, видите, живет. Сколько в него плюх уже отправил, но он еще живет. Эх, ладно. Погнали, короче. Все, команда. О, успел вроде сесть. Возможно, кстати, он даже выстрелил в меня. Но за счет того, что... Так, ну, мы сделаем вот так вот, вот так вот. Меня капкан застанил. Бак успел капкан поставить. Ничего себе, Бак жесткий, а. Не, ну у нас команда, видите, адекватная. Там ребята дрались, мы тут дрались, все победили в итоге. Эх, прекрасно. Как и я рассчитывал, в принципе. 2 победки, 2 поражения. Баланс. Баланс включили, да? Немножко. Эх, был бы у нас баланс в игре, было бы прекрасно. Возможно, было бы сложнее играть, кстати, если бы у нас был баланс. А возможно, нет. Ну, это такое же. Итак, я вижу, тут последний противник есть даже. Но он какой-то шустрый прям, я его даже не могу догнать. Что такой шустрый? А, Никс. Понятно, понятно. Никс это жесткий противник. Он может, в принципе, если ему давать действие на маневренность... А, это слабый Никс. Это тот. В общем, если Никсу давать действие на маневренность, то он может развалить. Ну, будь он высоким уровнем здесь. Возможно, у него бы получилось развалить. Но он был низким уровнем, поэтому у него ничего не получилось. Итак, остался последний противник, который где-то прячется. Вот он. Это, кстати, тот слончик. Помните в начале игры, да? Блин, какой я меткий. Какой я меткий. Лучше закройте глаза, не смотрите на мою меткость.
Ай, да. Ну, вот такой вот черепах. В принципе, в этих боях не получилось реализовать активный навык вообще. И, ну и первобытный инстинкт тоже, потому что я врываюсь, они не атакуют. И все, и так было 5 раз подряд, или сколько там. Обидно, конечно, но что поделать. Вот такая вот новая моделька черепаха. Панцирь отклеился. Ну, в общем, вы поняли. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.